Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 22 апреля 2022 года. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, для того, чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизни. Итак, сегодня, 22 апреля, все христиане чтят память святого Вадима. И святой покровитель имени преподобный мученик архимандрит Вадим Персидский, который рожден был в богатой и почетной семье, приблизительно в IV веке в городе Вифлопате. С молодых лет Вадим был просвещен в христианство, а позже основал монастырь в пустыне, и все это сделал за свои деньги. Очень часто святой Вадим уходил в пещеру, там он находил уединение и молился, а однажды удостоился видеть славу Божию. Всю свою жизнь он помогал людям, поддерживал своих учеников и учил твердо держаться христианской веры до конца. Они были вместе и прятались от язычников, отбывали наказания в тюрьмах и держались плечом к плечу, даже когда их били и издевались. В народе этот день был посвящен Вадиму, и называли его День Вадима или Вадима Ключника. Поэтому сегодня огромное значение придавали и оказывали чистой родниковой воде. По народным традициям именно того времени стоило с раннего утра, чем раньше, тем лучше, сходить к колодцу, ключу, роднику или ближайшему источнику, и сделать это нужно было всей семьей. Собирались даже друзьями. Дети ходили одни без присмотра, говорили, что это только дисциплинировало их и учило чтить и соблюдать данные традиции. Колодец стоило привести в порядок, хорошенько почистить и после чего умыться всей толпой и сделать несколько глотков для здоровья и энергии, при этом проговаривая следующие слова: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Наши предки собирали эту воду в простые емкости, могли в церквях даже посвятить ее. Также на источниках очень часто гадали о здоровье, и простые люди. Эта вода была только радость в доме. Она была настолько чистой и прозрачной, что не было и малейшего страха в ее употреблении даже малышам или людям в пожилом возрасте. Верили, что она давала сил людям, здоровья, лечила от различного рода болезней и даже обладала магическими свойствами исцеления. Самое главное в этом всем было, конечно же, вера, которая обладает огромной силой и способна свернуть горы, дабы достичь определенной цели и результата. На праздник Вадима Ключника начинали потихоньку выгонять скот на луга. Это связано с уже высокой свежей зеленой травкой. В старину была распространена еще одна традиция, которая называлась Красной горкой. Предки называли Красной горой холмы и горки, которые находились на краю сел. В центре холма устанавливали скамью, на которую сажали самую красивую девушку в городе или селе. Называли ее по примете Ляля, а вокруг прекрасной девушки клали разные вкусности, цветы, венки, подарки, исполняли обрядовые песни и водили хороводы до поздней ночи. В саду начинали цвести клен остролистный, зеленая рябина. Кусты крыжовника старались обрызгать от насекомых и добелить деревья, которые не обрабатывали ранее. Согласно народным приметам, животные сегодня ложились спать именно спиной к ветреной стороне. Христиане об этом хорошо знали и старались обращать на это особое внимание. Куры, когда ждали осадков, старались взобраться на самую высокую точку в курятнике. Иногда их тяжело было оттуда достать, потому как куры чувствовали, что осадки не закончатся только сегодня и будут затяжные еще точно пару дней.
Сегодняшний дождь ждали многие люди, потому как знали, что он принесет отличный урожай в этом году и не сможет испортить им настроение даже такой погодой. Также ветер, туман и иней рассказывали людям про прекрасное и плодородное лето. Птицы очень чувствовали погоду и вели себя по-особенному, как только ждали перемен в погоде и в погодных условиях. Если грачи меняли постоянно свое место расположения, взлетая и потом опять приземлялись на другое место, то это говорило о том, что погода вскоре поменяется. К непогоде все готовились по-своему. Люди старались наколоть и набрать в хату как можно больше дров, подлатать крышу и справиться со всеми делами во дворе как можно скорее. Так и журавли, когда чувствовали нехорошую погоду, старались как можно быстрее пролететь в назначенное место, при этом летая очень низко и не издавая никаких лишних звуков. А вот галки чувствовали морозы лучше всех и старались укрыться от него в самом центре деревьев. Там они чувствовали себя защищенными и в безопасности, а как только погода налаживалась, они тут же перемещались на края веток и готовы были лететь снова по своим делам. Старайтесь на сегодня не планировать какие-либо хирургические операции и вмешательства. Согласно народным приметам, именно сегодня стоит быть внимательным по отношению к себе и к своему здоровью. Возможно, именно этот день поможет вам обрести понимание и разобраться вам, как двигаться далее, что изменить в дальнейшем в будущем. Не стоит этим днем завидовать или желать зла. Мир очень чувствует отрицательную энергию, и по рассказам наших предков она может вернуться с большой силой, чем вы можете себе даже представить. Поэтому будьте более бдительны и не поддавайтесь сегодня на провокации. Проведите этот день в тишине и благодати. Наберите близких и договоритесь о встрече. Сходите в любимое место или просто прогуляйтесь по весеннему парку и выпейте свой любимый напиток. На работе обязательно проведите рабочее место в порядок. Купите вкусный ароматизатор для настроения, и вы увидите, как быстро у людей это вызовет добрую улыбку и поднимет окружающим настроение. А вечером не забудьте организовать семейный ужин. Уверены, что вам будет о чем поговорить и о чем поделиться с близкими людьми. Старайтесь как можно больше заряжаться позитивом, общаться с только положительными людьми, тогда успех вам точно будет гарантирован. И обращаем внимание, что именинники 22 апреля у нас с вами Авдиес и Вадим. Также, друзья, в этот день не стоит подметать пол веником, иначе можно вымести из дома свое благополучие и здоровье всех членов семьи. В этот день нельзя стричь и красить волосы. Считается, что так можно навлечь на себя кучу мелких неприятностей. Если вы 22 апреля пролили воду, то это может призвать беду. Поэтому, чтобы этого не случилось, надо вытереть жидкость белой и чистой тканью, после чего дать ей высохнуть на ветру. Также в этот день гадали о своем здоровье и даже о судьбе близких людей. Для этого по дороге к водоему нужно было сохранять полное молчание. Нельзя даже было поздороваться со знакомыми людьми. А придя на место, человеку, задающему вопрос, было необходимо обернуться на 4 стороны света и спросить у потусторонних сил, живое или мертвое. И источник давал ответ. Если вода в нем была чистой и прозрачной, то с тем, о ком был вопрос, все в порядке. Он награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и, к сожалению, даже смерть. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 22 апреля 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас ожидают 21 и 22 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог.
Пришло время активности, а также неукротимого движения вперед. Сегодня день проявления храбрости, бесстрашия, добровольной жертвы, а также отказа от собственности. Это день еще и революционных перестроек, упорства в достижении цели, а также умения добиться триумфа. Обычно в этот день устанавливаются рекорды и делаются самые знаменательные открытия. Ведь именно сегодня пробуждаются все скрытые до сих пор в вас силы, резервы и потенциалы. Главное вовремя воспользоваться этими проснувшимися возможностями, направить их на благое, большое дело, а не распылять по мелочам. Сегодня многие почувствуют небывалую решительность и смелость для того, чтобы реализовать многое из того, что было задумано ранее. Сегодня не будет места таким чувствам, как страх или сомнения. Мало того, вы можете пожертвовать некоторыми своими интересами ради благих целей и достижения результата, чего бы вы ни сделали никогда раньше. Но как только вы сможете вырваться из круга повседневности и изменить в лучшую сторону рутинный, привычный образ жизни. Вы знаете, этот день – это один из тех немногих дней, когда можно прервать свое одиночество. Это день самого активного и полезного общения, которое поможет понять вам многие вещи и раскроет перед вами новые горизонты для деятельности. На работе большую пользу принесет командный дух, когда множество людей должны сплотиться ради одной цели, и результат превзойдет все ожидания. Стоит сегодня навестить друзей, проявить заботу и внимание по отношению к ним. Сегодня окажет плодотворное влияние этот день на тех, кто сегодня сможет проявить благородство, честность, справедливость, благожелательность, участие, дружелюбие и будет избегать лжи, жадности и корысти. Кроме того, обращаем ваше внимание, что если вас обманули в этот день, предали, украли что-то, то знайте, что в скором времени вы об этом узнаете. Правда обязательно всплывет. Во-вторых, в этот день особую силу имеют обещания, а также несоблюдение которых может обернуться самыми трагичными последствиями для вас. Так что будьте осторожны, не давайте напрасных клятв, в выполнении которых вы, к сожалению, не уверены. По лунному календарю сегодня хороший день для веселья и увеселительных мероприятий, для хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок. А также сегодня хорошо искать пропавших людей, вещей, животных, потому что все это увенчается успехом. Энергетика этих суток пробуждает в человеке активное начало. День придает нам необыкновенную храбрость. Можно решиться сегодня и на любой поступок, о котором раньше боялись, возможно, и подумать. Это время рекордов и подвигов в прямом и в переносных смыслах. Что же касательно стрижки, то этот день приветствует изменения в образе. Очень кстати будут сходить в салон красоты. Вы можете подстричься, сделать новую прическу или просто подровнять секущиеся кончики. Обращая внимание, у вас все получится. Даже незначительные изменения заметно дополнят ваш образ. Не возбраняется сегодня и наращивать волосы, потому что таким образом вы сможете улучшить кровообращение и питание волосяных луковиц. Если вы достаточно смелы, то нарастите несколько цветных прядей. Это сделает вас моложе в глазах супруга или коллег. Косметические процедуры произведут сильно оздоровительные эффекты. Это значительно улучшит вид ваших волос. Улучшая их состояние, вы сделаете заметный вклад в карму. Здоровье улучшится, а деньги будут оставаться всегда при вас. А мужчины будут ценить и любить. Но все же постарайтесь уделить время сегодня друзьям, все-таки это их день. Окраска натуральными красителями в светлые тона поможет вам привлечь хороших и искренних людей. В прическу можете добавить некоторые аксессуары, металлические шпильки или заколки. Но важное условие этого дня – надо быть честным и справедливым даже в мелочах. Вот, друзья, ну сами такой день, 22 апреля, по народному календарю и по лунному календарю.
С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.